В 2008 году 70-летняя Раджо Деви Лохан, проживающая на северо-востоке Индии, прославилась на весь мир. В 6 вечера в результате кесарево сечения на свет появилась крошечная девочка весом 1700 граммов, а уже на следующий день все телевизионные каналы и печатные издания пестрили заголовками, что Раджо Деви Лохан самая старая мать в мире. Раджо вышла замуж в возрасте 12 лет, по ее словам, она всегда мечтала о детях. После 15 лет безуспешных попыток зачать потомство, Баларам обратился к урологу. Как оказалось, мужчина был абсолютно здоров. Раджо же верила в астрологов и целителей. Неудивительно, что смесь угля и коровьего навоза не дали никакого результата. В надежде на рождение ребенка, с согласия Раджо супруг привел в дом вторую жену. Но и она оказалась бездетной. Так и доживала бы индийская семья без наследников, если бы сосед не принес вырезку из газеты. Женщина родила в возрасте 67 лет благодаря ЭКО. Как говорит Раджо Деви Лохан, родить благодаря ЭКО не грех. По индийским законам, бездетность – больший грех. К тому же дети определяют репутацию семьи, это и страховка в старости, и работники в сельском хозяйстве. Во многих деревнях в Индии люди считают, что женщина без ребенка ничего не стоит и приносит несчастье. Одолжив денег у родственников и заложив часть имущества, пожилое семейство обратилось в клинику. Супругов заранее предупредили, что шанс успеха 50 на 50. Процедура прошла успешно, и у пожилой женщины констатировали беременность. Тот факт, что оплодотворенная яйцеклетка Раджо была донорской клеткой, как и все оплодотворения инвитро в этом возрасте, является вторичным для семейной пары. Индийский закон гласит, что каждый ребенок, рожденный женщиной, считается ее собственным. Беременность протекала нормально, и в 2008 году, после 58 лет брака, на свет появилась девочка, которую назвали Навин. Раджо даже кормила малышку в течение 2 лет грудью. После родов женщине рекомендовали постельный режим, но она не послушалась врачей, и в 2010 году состояние здоровья сильно ухудшилось. Были опасения, что прикованная на тот момент к постели Деви Лохан вскоре умрет. Но она выкарабкалась и даже пережила врача, который ее лечил. На фото Навин выглядит как мальчик. Короткие волосы, слишком длинные ноги и очень худенькие ручки. Девочка отлично понимает, что ее родители значительно старше, чем папы и мамы сверстников. Как-то она задала вопрос Раджо, почему у нее такие старые родители. На что мать в шутку ответила: «Мы получили тебя очень поздно, но зато поэтому мы тебя почти не ругаем и не можем на тебя сердиться». То, что дочь появилась посредством ЭКО, держится в секрете. Несмотря на то, что родители никогда не учились в школе, едва умеют читать и писать, Навин посещает школу и получила несколько грамот. Друзей у девочки почти нет. Во-первых, много времени она тратит на уход за родителями, которые уже мало двигаются и большую часть времени вынуждены проводить в кровати. Также девочка выполняет домашнюю работу, печет печенье, убирает. Отсутствие друзей объясняется и неприятием окружающих. Некоторые одноклассники издеваются над девочкой из-за возраста ее престарелых родителей. Но Раджо говорит, что ее дочь очень ответственная и с хорошими манерами. Она не жалуется матери на насмешки одноклассников. В свободное время Навин играет в игры на смартфоне, смотрит болливудские фильмы, любит танцевать. Раджо и Баларам очень мечтают дожить до свадьбы дочери. Но даже если смерть наступит раньше, о Навин позаботятся вторая жена и родственники. Несмотря на то, что процедура ЭКО обошлась паре очень дорого, у девочки есть приданое, которое состоит из денежных накоплений и участка земли. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.